Всем привет! Тут периодически люди спрашивают, почему я до сих пор не снял свой Mercedes, про него ролик, какой он классный, какой он хороший. Рассказываю. Приобретал я его чуть больше года назад. До сих пор ни грамма не жалею, что я купил именно такой. Черный, 3-литровый. SLK 280. Именно с аэркрафтом. Единственное, что я хотел с красным салоном. Черный на красной коже. Так получилось, что живой очень тяжело найти, а уж еще и так, чтобы он был с красной кожей, черный и 3-литровый. Я думаю, вообще нереально. Но на самом деле черный салон, конечно, практичней, чем красный. Его легче, если где-то подтерлась, протерлась, подкрасить. Под красную кожу тяжелее. Это у меня на Приусе она красная кожа. И очень тяжело подобрать краску, чтобы все было, можно было подкрасить. Многим неизвестно, что у нас подголовники регулирующиеся. Можно вверх вытягивать. Ну, для меня это как бы сюрпризом стало, когда я чистил салон. Что оказывается, и вот он, гофра, через нее подается теплый воздух. Никуда воздух не девается. Но это для тех, кто повыше, чем я ростом. У меня 1,76 м. Невысокий рост. Мне и так достаточно. Как раз получается, что дует ровно в шею. Что еще рассказать? За год эксплуатации, на что обращаю внимание тех, кто планирует вообще кабриолет покупать. Ребят, вы на самом деле забодаетесь вытирать вот отсюда пыль. Потому что когда ездишь с открытым верхом, салон весь в пыли. Достаточно буквально денек покататься, и все, и машину уже полностью надо пылесосить, протирать, вытирать. Вот, сеточка досталась мне от предыдущего хозяина. Это оригинальная сетка ветровая, ветрозащита. Она съемная, то есть у всех сделаны вот здесь вот такие защелочки. Там в серединке еще защелка есть. Ну, сейчас одной рукой неудобно ее натягивать, она натягивается, в общем. Потом натяну. Что еще могу рассказать? Я там добавлю, какой, как говорится, тут багажник, да? Багажник, все говорят, маленький, маленький. Сейчас я вставочку сделаю, насколько он маленький. Или насколько он не маленький. Дальше судите сами. Все классно, а тут еще место есть. В некоторых иностранных роликах встречал такие обзоры. Но это еще только-только, когда пошел выпуск SLK. О том, что, видите ли, бардачок, перчаточный ящик не закрывается на замок, подлокотник не закрывается на замок. Все оно прекрасно закрывается, имеет замки. Даже если вы оставляете машину с открытым верхом, закрываете на ключ, у вас закрывается перчаточный ящик, вот этот, и подлокотник, он закрывается. Причем, если посмотреть, когда разбирают вот эту часть, у меня такое ощущение, что просто вот у меня, допустим, вот этот замок не закрывается только потому, что он или отсоединен, или не работает. Потому что, по идее, и эта часть должна закрываться. Я делал обзор подлокотника, то есть с его функциональностью, что туда можно поместить и тому подобное. И как он закрывается, как он работает, на канале у меня есть. Можете перейти посмотреть. SLK машинка хоть и маленькая, но у нее вполне достаточно мест, куда можно в принципе все поскладывать, пораскладывать, начиная, допустим, с вот этих вот карманов мягких, подрезиненных на дверях, как на пассажирской, так и на водительской. То есть сюда, в принципе, можно поскладывать вещи, которые вам нужны в дороге. Ну и так периодически пригождаются. Перчаточный ящик, как я уже говорил, да, подлокотник, в котором есть первое отделение там для телефона, карточки, там, ну, мелочевочку какую-то сложить. Вот. И подлокотник туда, в глубину, в принципе, довольно-таки достаточный для того, чтобы еще что-то поскладывать. Здесь, по большому счету,
Ну, тут можно поскладывать там компакт-диски, что-то там, какую-то книжечку положить. Ну, хотя для книжечки тут вот держатели есть. Вот. Плюс место дополнительно есть еще вот здесь, за водительским сиденьем. Там лежит огнетушитель у меня. Ну, он, в принципе, и должен, по идее, там располагаться. То есть здесь ниша прям такая, довольно-таки глубокая. Я молчу про то, что можно еще под сиденьями поскладывать что-то. Вот. Ну и, соответственно, в самом багажнике. Перчаточный ящик. Многие ругаются, что там, видите ли, чейнджер стоит на диске. Ну, кому что надо. Кто-то чейнджер ставит для дисков, а кому-то нужен перчаточный ящик. У меня, допустим, в перчаточном ящике уже много чего тут накопилось. Тут и очки, но сейчас темно, не особо видно. Вот. Удобно очень придумали они держатель для монеток. Ну, оно, скорее всего, предусматривалось для проезда на платных дорогах, да, там, вот, евроценты. Но у нас очень удобно давать чаевые оттуда заправщикам. Вот. Ну, как я и сказал, здесь уже такой же карман. Вот. Есть сеточка, держатель. В нее я примудрил, у меня этот трос закреплен от сейфа. Сейф сейчас снят просто. Маленький автомобильный сейф. Сюда нормально очень ставится и хранится там. Мало ли какая ценность. Причем тросик привязан к кузову намертво. Его только если перекусить. Опять же, для этого нужно иметь какой-то инструмент. На что еще хочу обратить внимание. Машина досталась мне на 16-х дисках разношироких. Вот. Откровенно говоря, у меня нету желания ставить даже 17-е диски. Ну, может, 17-е я бы и поставил, если бы мне сильно хотелось этого. Прям вот. Но у меня 2 комплекта 16-х, и поэтому мне категорически не хочется ставить больше диски, чем 17-е. А менять 16 на 17 не особо тут разница будет. Вид поменяется машины. Поэтому, скорее всего, все-таки я оставлю на постоянную так 16 колеса. Уже 2-й год на них езжу. Вот. Так как и зима, и лето на 16-х. Зима, обращу внимание, на кабриолете, в принципе, не для того, чтобы по гололеду и снегу кататься. Вот. А поскольку это кабриолет СЛК, в отличие от тех же BMW Z4, вот, Porsche, кабриолетов, которые родстеры, да, там двухместные, на них особо не покатаешься зимой, потому что нету аэркрафта. На Mercedes SLK есть аэркрафт. Помимо этого есть жесткая складная крыша. Вот. Но даже если не брать в расчет жесткую складную крышу, то за счет аэркрафта можно кататься, ну если не круглый год, то у нас на юге практически, за исключением там 2-3 месяцев, когда лежит снег. Вот. А так как положено в принципе по всем нормам ставить зимнюю резину при плюс 7 градусов, когда летняя резина уже перестает выполнять свои полноценные свойства, вот приходится ездить на зимней резине. То есть по большому счету зимняя резина нужна исключительно для того, чтобы ездить зимой у нас на юге. В багажнике, даже со сложенной крышей, вот, вполне достаточно места. Я уже показал, насколько достаточно. Тут имеется чейнджер DVD для навигации. У кого его нет, тут это еще одна полочка получается для вещей. И еще обращаю внимание, что для SLK, прям именно для SLK, есть, я попробую фотографию прикрепить в видео, есть специальный набор чемоданов. То есть плоские чемоданы, 2 штуки кладутся, потом 2 или 3 больших,
кладутся в багажник. То есть и все это укладывается именно по форме, под СЛК, по багажнику, для того, чтобы можно было сверху еще сложить крышу. Вот. И в этом году я на этом кабриолете ездил, катался в Крым. Вполне нам хватило на двоих с супругой вещей, которые помещаются в багажник до уровня крыши. То есть, чтобы мы могли открыть крышу и ехать на кабриолете. Иначе смысл на нем вообще ездить куда-то, если не открывать крышу. Вот. По поводу комфорта во время движения на скорости, ну, я хочу заметить, что на скорости даже превышающей, хотя нет, не превышающей, у нас по трассам на Москву, допустим, у нас есть места, где 130 разрешено, а еще плюс 20 не наказуемо, так что 150 это вполне адекватная скорость. Вот. Ну, вот на скорости 150 с закрытыми окнами на дверях, с ветровой сеткой, я вам хочу сказать, что ветер проходит вот так вот здесь, и максимум, что он опускается и чуть-чуть теребит волосы на голове. Поэтому я думаю, все водители кабриолетов предпочитают ездить либо в кепочке, либо в шапочке, либо, если это девушки, то в какой-то там косыночке на голове. Поэтому так удобней всем. Вот. За год эксплуатации машины было дополнительно установлено, что, ну, понятно, проложена проводка под антирадар. Вот. Установлено зеркало заднего вида дополнительно поверх стандартного. Оно с видеокамерой. Камера пишет как видеорегистратор вперед. И проложена проводка. Я снимал видео про то, как прокладывалась проводка, то есть насколько это там проблематично или не проблематично, кому как. Вот, на камеру заднего хода. Вот она установлена камера. Единственное, что пришлось немножко подрезать номерную рамку, чтобы все становилось грамотно. Вот. Камера заднего хода, она же камера на зеркало, постоянно включенная. Вот. Я хочу сказать, очень удобно, поскольку если мы ставим вот эту ветрозащиту, плюс тонированное заднее стекло, которое закрыто, и в это зеркало, в стандартное, ничего абсолютно вечером не видно. А с таким зеркалом вполне видно все хорошо. Вот так вот прекрасно все видно в это зеркало. Приведу пример. Вот смотрите, на что там температура? 15,5 градусов. Мы закрыты, все нормально, все хорошо. Все закрыто. Включаем климат-контроль на максимум. Включаем подогрев сидений, включаем воздушный шарф. И открываем вверх. Прекрасно просто. Берем и открываем его. При такой температуре вполне себе комфортно ездить. То есть открыли. Багажничек опустился. Все. И поехали. 15,5 градусов. Не забываем про головной убор, потому что обязательно его надо одевать при открытом верхе. Неважно, что солнышко светит или прохладненько на улице. Головной убор одеваем. Потому что вот здесь вот ходит воздух, который будет 15,5 градусов и холодненький. В остальном вы одеваетесь практически по погоде. Просто вот сейчас осенняя погода.
Сегодня у нас какое там? Блин, я даже дату не помню, какое сегодня число. 2 ноября. Вот. И спокойненько едем с открытым верхом. Ловим на себе недоуменные взгляды пешеходов, проезжающих машин навстречу. По одной простой причине, что они не понимают они, что у вас есть воздушный теплый шарф, подогрев сидений, климат, работающий в салоне, который создает в принципе теплую обстановку. Я вот жалею, надо было какой-нибудь градусник взять и вот здесь температуру замерить в салоне. Какая температура, при том, что на улице 15 градусов. Вот, какая температура при этом в салоне, даже с открытым верхом. Прекрасно здесь. Я сейчас попробую даже приподнять камеру, чтобы вы понимали, что здесь даже ветра нету. Если был бы ветер в салоне, то я думаю, что вы бы его сейчас услышали. Вот здесь вот, наверху ветер есть, а внизу ветра нету. Прекрасно можно ехать. Ну вот при движении на малых скоростях, при включенном аэркрафте на всю, при 15 градусах на улице, можно спокойно опустить окна и чувствовать себя вполне комфортно. Наверное, повторюсь уже, что Mercedes SLK в 171 кузове и все, что выше, я имею в виду все, что моложе, позволяет эксплуатировать машину 3 сезона подряд. То есть весна, лето и осень. Зимой понятно, что когда будет снег или гололед, то эта машина будет стоять в гараже, вы вряд ли будете на ней ездить. Эта машина не для того, чтобы эксплуатировать ее круглый год, и эта машина не тогда покупается, когда у вас это единственный автомобиль в семье. Как минимум у вас в семье должно быть 2 автомобиля, чтобы покупать себе кабриолет. Но какие впечатления и ощущения дарит эта машина? Ну, я думаю, видео вряд ли это передаст. Я искал именно такую машину, именно с двигателем 3-литровым, поскольку он не налоговый. У нас в России свыше 250 лошадиных сил налог очень большой сразу становится, а до 250 сил это вполне, ну вот в Краснодарском крае налог получается до 250 сил, там 17 тысяч рублей в год. Это вполне посильная сумма за те ощущения, которые дарит эта машина. Я не знаю, поверите вы мне на слово или нет, но мне реально жарко. Я сделал обогрев сиденья уже на минимум. Я сделал уже обдув шеи на минималку. Ну, реально жарко в салоне. Даже с открытым верхом. Ну, как бы дышать-то воздух есть, все нормально, он прохладненький. А спине жарко, шее жарко. Ну, то есть настолько подогревает воздух и сиденье, что при плюс 15 градусах с открытым верхом жарковато ехать. Вот. Приходится делать тише и климат, и все остальное. Ну вот прошло чуть больше часа, как я катаюсь. Крышу, как вы понимаете, я не закрывал. Вот. Никакого дискомфорта я не ощущаю. С датой я немножко ошибся, сегодня уже 3 ноября. Вот. Так что, по большому счету, вполне можно кататься на кабриолете до самой зимы, пока совсем уже холодно не станет. Рекорды, конечно, я ставить не собираюсь, да, при минусовой температуре открывать крышу, кататься.
Ну вот почему-то, видите, вот мотоциклы едут, да, и все это считают в порядке вещей. А едет машина с открытой крышей, и на тебя смотрят почему-то, ну, скажем так, мягко, как на необычного человека. Вот. Ну, потому что мало кто осознает, что тебе тут вполне тепло в салоне и все хорошо. Как-то так.